Здравствуйте, дорогие зрители нашей передачи «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий. Сегодня мы с Максимом Шевченко, нашим обозревателем, любимым, обсудим, можно сказать, текущую политику. Обозреем, я бы сказал. Если я обозреватель, то мы обозреем текущую обозрим, политику, добавил да. бы я. Оборзеем текущую политику. Да, сейчас же мечтали как раз с дрона, чтобы нас снимали. Вот, Ой, не говори об этом, это сейчас можно под статью попасть. Можно, да, можно под 2 статьи. Короче говоря, восстание в Новой Каледонии, далекое от нас, далекое от Франции, которой она принадлежит, и вместе с тем, как тот Дальний Восток в песне, очень близко, как оказалось, потому что весь мир озаботился проблемами этой Новой Каледонии. Но на самом деле, по-моему, Максим, это мир озаботился проблемой остатков или останков колониализма. Что это неоколониализм, ну, во французском исполнении, неудачном? Или это просто такой архаический остаток чего-то, на что можно не обращать внимания? Или это не народное восстание там? Как ты считаешь? Ну, ты как специалист по Франции прекрасно знаешь, что Новая Каледония это не колония. Новая Каледония это заморский департамент Франции, фактически, с одним исключением. Там глава его не выбирается, а назначается президентом Франции комиссар. И было проведено 3 референдума. В 1998 году в Новой Каледонии были достаточно серьезные волнения. Это, напомню, остров, находящийся чуть восточнее побережья Австралии, Большого барьерного рифа в Тихом океане. Там, потом мы поговорим о его достоинствах, а достоинств немало у Новой Каледонии. В 1998 году было принято решение о проведении 3 референдумов, именно 3, о том, быть Новой Каледонией в составе Франции или самостоятельным государством. Причем жители Новой Каледонии, как коренные, это, я путаю, то ли полинезийцы, то ли микронезийцы, ну, на мой взгляд, это примерно где-то рядом, да? То есть коренные жители островов Тихого океана. Они и те европейцы, которые туда ссылались все время, Новая Каледония была тюрьмой французской, в частности, туда были посланы видные представители Парижской коммуны. Мадам Мишель, знаменитая такая анархистка там была, пребывала, выдающаяся женщина для своего времени, ну и вообще оставшаяся в истории, и многие другие. Они приняли решение о том, что те, кто приехал в Новую Каледонию после последних 20 лет, в течение 20 лет, да, последних, те не участвуют в этом референдуме. И несмотря на это, в 3 референдумах 56 было, по-моему, 53% было. Большинство проголосовало за то, что Новая Каледония остается в составе Франции. Причем явка была огромная, там 85%, больше 80%. На самом деле это говорит о том, что население острова расколото. Там есть значительная часть тех, кто хочет иметь все права, которые обладают французские граждане, то есть там, социальное обеспечение, социального государства, которое достаточно развито во Франции, ты прекрасно знаешь. А есть те, кому плевать на эти права и кто хочет вот самостоятельно управлять государственностью достаточно большого, совсем не маленького острова Новая Каледония, там несколько островов, и представлять Новую Каледонию, допустим, в Организации Объединенных Наций как суверенное государство. И здесь тоже есть нюанс. Что нам это напоминает? Нам это напоминает трагические события Алжира, где многие великие французы родились в Алжире и были коренными алжирцами. Нам на ум приходит прежде всего, ну, на мой взгляд, величайший французский писатель и философ 20 века Альбер Камю с его романами «Чума», «Посторонний», «Падение», который был коренным алжирцем или черноногим так называемым. Почему черноногий? Потому что алжирцы не носили ботинок, вот черных этих, да, и они называли французов из-за того, что французы носили обувь, черноногими. Пье-нуар. Пье-нуар. И мы знаем, что это привело к тому, что порядка 2 миллионов коренных алжирцев французского происхождения
должны были покинуть эту территорию, должны были уехать оттуда. И кто-то говорит, что это победа, вот, мол, коренного алжирского населения. Я считаю, что в этом есть огромный элемент несправедливости, когда людей по их этнической, национальной принадлежности определяют как людей, не имеющих права жить на этой территории. Такая же проблема была в Индии. Вот мы знаем великого английского, ну даже двух писателей, Лоуренса Даррелла и зоолога Джеральда Даррелла. Они коренные индусы. В 3 поколениях. Их отец работал в Индии. И он умер, и их мама перевезла их, значит, в Англию, и после чего были написаны прекрасные книги «Моя семья, другие звери» Джеральдом Дарреллом, а Лоуренс написал «Александрийский квартет», тоже знаменитый. Вот еще тоже пример. Они должны были покинуть Индию, которая стала для них родиной, где они родились в нескольких поколениях. Ты азербайджанец, брат. И азербайджанцы в такой же логике, азербайджанцы, армяне, грузины, для которых Москва стала домом, если кто-то решит, вдруг должны будут покинуть Москву. Я решительный противник, чтобы те израильтяне, которые считают Израиль своей родиной, да, но при этом не ущемляют права палестинцев, изгонялись оттуда. Я считаю, это крайне несправедливо, такая же несправедливость, как и изгнание палестинцев. Если человек где-то родился, и он считает это место своей родиной, своим домом, то он имеет право там жить. Поэтому понятие антиколониализм, колониализм нуждается в детальном, подробном размышлении на эту тему. В принципе, очень легко бросаться клише и эти клише, как говорится, выдвигать. С другой стороны, есть та часть, допустим, вернемся к Новой Каледонии, та часть жителей Новой Каледонии, которая хочет суверенитета и независимости. И, допустим, они этот суверенитет получают каким-то образом, путем войны там, или каких-то еще других достаточно мучительных событий, потому что мы знаем, как Алжир получил суверенитет, миллионы были убиты, террористические акты были, взрывы, пытки, ОАС, фашистские организации французские, радикальные исламистские организации возникли в ходе Алжирской войны, про ужасы которой написано ряд прекрасных французских романов и алжирских, да, переведенных на русских тоже. Но до конца, как говорится, даже страшно погружаться в то, что там было. В это разрешение пытать, допустим, любого человека, которое было дано спецслужбам Франции, чтобы предотвратить действия смертников-террористов. Не только мусульман, кстати, а и там националистов, которые боролись за освобождение Алжира. Новая Каледония. Насилие уже существует, уже убито 2 жандарма, тела которых вот привезены на днях во Францию. Погибли коренные жители Новой Каледонии. Можно ли сказать, что коренные жители Новой Каледонии, то есть коренное население, пребывает в положении людей 2-го сорта? Нет, это не так совершенно. Они обладают такими же правами, как и жители, допустим, Франции, как и люди с белой кожей. Почему же мы ставим вопрос о необходимости освобождения? Точнее, они ставят этот вопрос, а мы рассматриваем с тобой, потому что где мы и где Новая Каледония, по большому счету. Там очень смешно было, что французы обвинили Азербайджан в организацию беспорядков в Новой Каледонии, потому что флаг национально-освободительного движения Новой Каледонии это не столько смешно, сколько жалко. Похож на азербайджанский флаг. Это было жалкие действия, которые, на мой взгляд, показывают... Ну, что ты хочешь от министра иностранных дел, который замужем за премьер-министром, понимаешь, 2 мужика, как говорится, не могут в своих гендерах, в своей сексуальности разобраться. Ты хочешь, чтобы они во флагах еще разбирались? Подожди, сейчас я закончу эту мысль. Что же такое эта Новая Каледония, кроме того, что там кокосы, и рифы, акулы, и, значит, в поисках Немо плавает рыбка Лоцман? Там никель. Там никель, там 40%, если не больше, мирового запаса никеля. Там хром. Чуть меньше. Там хром, там бесконечное богатство ценнейших полезных ископаемых. Молибден, золото, и недалеко алюминий, от Новой Каледонии, сравнительно недалеко, находится
Китайская Народная Республика. Ну так, 1008 километров. Да, ну в общем это Тихий океан, и корабль выплывает из Южно-Китайского моря, огибает Японский флот спорные адмирала острова. Ямато дошел бы туда за неделю. Да, Японский максимум. флот дошел до Гуадалканала, который недалеко от Новой Каледонии, там он и закончил свое шествие. Да. И до Мидуэя дошел. Они, конечно, хотели дойти до Новой Каледонии, Да. им это было очень надо, японцам. Но, и тем более Франция была вишистским государством, и я, кстати, не знаю судьбу Новой Каледонии во время войны. Поставляла ли вишистский комиссар Новой Каледонии, а он там... Нет, там остались Или там союзники. поменяли, как в Сирии, там поменяли как бы власть и выбили источник никеля из-под японского контроля. Да. Потому что мы знаем, что во Вьетнаме французская администрация сотрудничала с японцами. Именно в силу коллаборационистских вишистских Ну, разных у них не взглядов. было сил даже сопротивляться, поэтому Ну, они не хотели сотрудничали. сопротивляться, возможно. Понимаешь, потому что угроза коммунистических партизан Хошимина и Нгуэн Зиапа, которые были в джунглях, которые так подробно описаны. Я недавно Ты посмотрел. знаешь, о чем я хотел? Потрясающий фильм посмотрел «На краю света» про французского солдата, который воюет в 40-е, 50-е годы в Северном Вьетнаме, как раз именно вот с коммунистами, молодыми Вьетмине. Очень глубокий, очень страшный, очень жестокий и очень такой как бы реалистический фильм про гражданскую, про колониальную войну даже, я бы так сказал. Вот, то есть понятно, что в Новой Каледонии тех, кто сейчас весь мир волнует не столько права там полинезийцев или микронезийцев, как, еще раз говорю, я точно не знаю, наверное, это микронезийцы все-таки, сколько мировые запасы никеля. Таким образом, колониализм, про который мы сегодня говорим, это не колониализм 19 века или начала 20 века, когда была метрополия, и была, значит, какая-то территория, из которой добывались какие-то ресурсы или куда завозились товары, производя, значит, с повышенной стоимостью, продавались там в колониях, обеспечивая экономику метрополии. В чем был смысл колонии-то, да? Что из колонии шли дешевое сырье, в колонию завозились дорогие товары. Таким образом, колониальные империи, которыми обладали, собственно, ну, масштабных, планетарного масштаба только две страны. Великобритания и Франция. Потому что все остальные, там Бельгия, Португалия, это были такие локальные куски, да. У Бельгии было жирное Конго, такое как бы там, у Португалии была Гоа, часть Индии, там вот старинных. Главное, Ангола. Ангола была, там Кабо-Верде, острова Зеленого Миса. Хотя Ангола богаче. Да, ну Португалия, говорят, там и никакого ужаса в колониализма у них даже не было, у португальцев. Но это не будем сейчас, потому что много мифов про это. Много мифов про колониализм. Колониализм тогда, допустим, объяснялся как вот в 19-20 веке. Мы сюда приходим, даем вам, строим железные дороги, строим, значит, какие-то комфортабельные, учим ваших детей там, европейской культуре или чему-то Отучаем еще. от каннибализма. Отучаем, ну, не знаю, где-то каннибализм, где-то не было его никогда, где-то мусульманские были территории, где каннибализма и не было. Танзания, например, которая была... Танзания, кстати, была германской колонией. Занзибар был. Да, она стала английской после Первой мировой войны, Танзания. Кения была, значит, британской колонией. В общем, так или иначе мир был поделен. И сейчас вот мы говорим про Новую Каледонию. Очевидно, что современная мировая война – это война за ресурсы и торговые пути. За то, чтобы наложить лапу. Война всегда была такой. Да, она всегда была такой, и глобальная война, она тоже такова. Когда мы говорим про Новую Каледонию, сейчас вот в современном контексте, понятно, что речь идет о том, что Францию пытаются лишить очередной точки экономической опоры Франции. Владея Новой Каледонией, Франция владеет значительной долей мировых запасов никеля. Я точно не знаю, какие компании там разрабатывают. Ты вот как специалист по Франции, наверное, лучше меня знаешь. Наверняка это транснациональные компании, но с серьезной долей французского присутствия. Вот смотри, что там происходит и произошло. Конечно, я возвращаюсь к никелю, хотя начать хотел не с никеля.
Да. Там действительно где-то четверть мирового запаса никеля и около 8% добычи, что очень много. Это 4-е место в мире, учитывая, что никель сейчас на расхват, поскольку именно он основа для производства, помимо лития, батарей для будущего промышленности мира, для электромобилей. Вот. Но французы упускают, как и везде они это делают, они упускают, проигрывают в конкуренции. В 2023 году они снизили в минувшем продажи никеля наполовину. Потому что теряют рынки, уступают в конкуренции, потому что Китай, который пытается выжать и Францию, и по возможности другие западные державы вот из этого огромного региона островов Тихого океана, вложил гигантские деньги, и сейчас, по-моему, 2-е место в мире по добыче никеля занимает Индонезия, где эти шахты, инвестированные обогатительные предприятия Китаем за последние годы. И вывозить оттуда никель на те рынки, на которые вывозился никель из Новой Каледонии, сейчас намного выгоднее. В итоге мировые игроки из добычи никеля на Новой Каледонии ушли. Там работают только французские предприятия. И не справляются. И не справляются. То есть, видишь, вот твое объяснение развеяло многие туманные завесы над этой историей. То есть фактически речь идет о том, что Францию жмут по всем статьям. Францию жмут в Африке, в странах Большого Сахеля, который для Франции был очень важным экономическим приложением к французской экономике. Мали, Чад, да, я вот как раз и предлагал республика. посмотреть Да. на Новую Каледонию Францию в рамках вообще жмут, происходящего с бывшей колониальной империей. Составляют проблемы в Новой Каледонии, несмотря на 3 референдума, еще раз говорю, и фактически это является территорией Франции, мы ставим под сомнение. Но, собственно говоря, на мой взгляд, в рамках войны это справедливо, потому что Франция же ставит под сомнение государственное и политическое устройство Азербайджана. Да. Франция влезает в государственное и политическое устройство Грузии, навязывая государствам Кавказа, Азербайджану, Грузии свое видение того, как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной, семья, как надо воспринимать религию. И тоже, там, кстати, делает это традиционные неудачно. ценности. Я бы сказал, что... Ну а кто это делает удачно в современном мире, когда люди уже перестали быть настолько погруженными в свои такие этноцивилизационные анклавы, и вполне как бы человек, будучи, вот еще в 19 веке, человек, будучи, условно говоря, там азербайджанцем, живущим в глубинном Азербайджане, мог даже и не знать, что есть Франция. Да, элита, естественно, училась там в Париже, могла, вот те, кто строил великолепный Баку, да, мы видим вот эти вот особняки прекрасные. Ну а сегодня это совсем не так, сегодня мир изменился. И человек, находясь в своей культуре, там, да, вот, в своем языке, в своей культуре, в своей истории, прекрасно знает через школу, через какие-то системы высшего образования, через интернет, в конце концов, что есть другие цивилизации, есть другие миры, которые вот не так далеко, собственно, на самолете там 3-4 часа лета, и иногда чуть больше. И это фундаментально изменяет. Раньше можно было управлять людьми, когда ты приходил даже в мир древней цивилизации, в Китай, например, да, там были китайцы, и они говорили: о, приплыли белые в Макао, в Гонконг, приплыли какие-то неизвестные белые люди, лаоани, дикари, мы не знаем, кто это. Лаоани стреляли из пушек, как англичане делали, заставляли китайцев, носителей, которые думали там про свой Лао, Дао Дэ Цзинь там, или Джуанзы или там, и так далее, покупать опиум, становиться наркоманами и, в общем, кайфовали, порабощая и уничтожая другие народы. Мир изменился. Культура, культурная глобализация, общее информационное пространство дало народам мира силу противостояния Западу. Источником порабощения и эксплуатации мира является Запад. Запад выступает с какой концепцией? Да, Запад больше не говорит о том, что, как это было в начале, вот они черные, давайте закуем их в кандалы и отправим, продадим их на табачные плантации Ямайки или Флориды, чтобы они нам добывали табак, и этот табак мы курили, продавали там в рамках Вест-Индийской компании и так далее. В следующий момент Запад говорил: ладно, хорошо, заковывать в кандалы нельзя, да, плохо, но все равно вот можно там эксплуатировать. Пусть им за работу платят там
Там два, ну не шиллинга, это были большие деньги, не знаю, там 2 миски бобов вареных, да, а мы то, что они нам зарабатывают за 2 миски бобов, будем продавать там за фунт стерлингов, например. Потом опять все изменилось и так далее, но не изменилась сама суть. Да, сейчас Запад говорит, что все равны, все одинаковы, мультикультурализм, но желание экономического господства над миром, оно остается. К транснациональной корпорации, они, хоть мы и говорим, что они не привязаны ни к какому государству, но мы знаем точно, что они привязаны к Западу, как центру, контролирующему финансовое состояние мира, экономическое состояние мира, технологическое состояние мира, контролирующие за счет того, что последние несколько столетий Запад занимался эксплуатацией, Запад занимался порабощением, Запад занимался грабежом народов, не оставляя народам ни полезных ископаемых, ни всего остального. Назову я это колониализмом. Я, к сожалению, знаю страны, где добывают полезные ископаемые, правящие элиты, за бесценок продают за границу, а тем народам, которые живут в месте добычи полезных ископаемых, хрен без масла перепадает, понимаешь? По-моему, вот это как раз ситуация немножко... Назову ли я это колониализмом? Нет, я не назову это колониализмом. Я назову Новой это просто Каледонии. наглым капитализмом. Это все понятно. Возвращаясь к Новой Каледонии, немножко к частностям, хотя я очень рад, что мы перешли к обобщениям от частностей. Вот смотри, в Новой Каледонии живут канаки, которые всегда там жили и, судя по всему, являются первыми, кто туда приплыли, первыми людьми. Говорят, 3500 лет назад. Да. Там археологические исследования. Да, были. они первые насельники этого архипелага. Там помимо Новой Каледонии еще несколько небольших островов. И вот, когда в 1998 году в результате 10-летней уличной герильи, там эти столкновения длились 10 лет, правительство социалистов тогдашних, устав от всего этого, заключило с ними договор, по которому участвовать в выборах в местную ассамблею, которая решала основные бюджетные и прочие проблемы, при том, что Новая Каледония все время является субсидируемой территорией, несмотря на добычу там полезных ископаемых. Вот это удивительно. Парадокс правда? французский, это только французы так Нет, могут. это не парадокс, это парадокс капитализма. Может быть. Я знаю страны, где, несмотря на то, что некоторые регионы добывают невероятное количество газа и нефти, те, кто живут в этих регионах, являются субсидируемыми. Может быть, поэтому они и восстали, кстати. Только те, кто жил на момент подписания соглашения, вне зависимости от того, белые или черные, все, и их дети, внуки и прочее, то есть уроженцы до 1998 года имеют право голосовать. Остальные могут приезжать, при этом голосовать в парламент Франции, пользоваться всеми социальными благами, но в местную ассамблею самоуправления голосовать не имеют права. За это время из Франции, там много выгоды жить в Новой Каледонии, предоставляется тем, кто приезжает, собственно, из метрополии. Приехало около 40 тысяч человек, это 20% населения, даже больше. И если сегодня они получат, эти вновь приехавшие, право голоса, неизбежно изменится расклад сил в местной ассамблее. То есть в пользу оставаться в составе Франции. И правительство Макрона, вне зависимости от того, что такое же правительство Франции подписало в 1998 году эти соглашения, решило их отменить. Вот представьте себе на секунду, что в Москве сколько? 15 миллионов населения. Что за следующие... Подожди, какие соглашения отменить? Поясните. 1998 года, номера соглашения. О 3 референдумах. Там и было и 3 референдума. То есть было достигнуто некое равновесие, хрупкое, но равновесие. Да, и там была тише гладь и Божья благодать 25 лет. И вот, почему они это решили? Потому что... Либеральное гомосексуальное правительство Макрона. Либерал-гомосексуальное правительство Объяснение только два. Отставим первое в сторону объяснения, это, значит, непрофессионализм, катастрофический. Фрейдизм тоже уберем. Да, уберем. Оставим второе. Хотя будем подразумевать. Требование обеспечить белым французам, гражданам Франции, их права избирательные, право избирать в эту ассамблею, хотя во французской конституции для остальных территорий Франции такого права вообще нет. Это территория Франции, но это не совсем те же департаменты, которые подчиняются, собственно, конституции метрополии.
Это было требование, исходило от крайне правых всегда. От Национального фронта, Марин Ле Пен и правой части либералов надо обеспечить. И вот накануне выборов, которые Макрон неизбежно 9 июня проиграет катастрофически, это выборы в Европарламент, он проиграет их страшно, и будут последствия для внутренней политики Франции. Он решил перехватить инициативу. Он решил показать себя твердым лидером и защитником интересов белых французов. И инициировал фактически отмену этих соглашений. Получил гражданскую войну. Потому что то, что там происходит, это не народное восстание, это уличная герилья. Там 60 тысяч единиц на 280 тысяч населения. Оружие официально зарегистрировано на руках. Во Франции это несложно. И примерно такое же количество неофициального. Все зачем Макрон это сделал? Я тебе объясняю, зачем. Чтобы перехватить, подожди, я дам совет, чтобы перехватить инициативу у крайне правых. У Национального фронта? Да. Ну, то есть он дебил, получается. Я не а знаю, что, есть сомнения? Назвать. То есть поджечь свой дом, включите и посмотрите, что происходит на улицах этого цветущего, колониального, богатого на самом деле. Белые кварталы там такие богатые, что вы в Париже не найдете такие. И коренные канаки тоже там живут. Безбедно, безбедно. И не очень плохо. Не так хорошо, как они бы, может, хотели, потому что они смотрят на белый квартал, но безбедно. Посмотрите, что соблюдением он натворил. Национальных традиций. Что он натворил? До сих пор переброшенные туда части спецназа не могут пробиться 60 километров из аэропорта в Нумеа, потому что стоят баррикады, потому что их обстреливают. Не могут австралийцы и новозеландцы вывести своих жителей там. Я дико сочувствую коренным жителям. Все, и не коренным жителям тоже. Я просто то, что ты рассказываешь, я вот это читал, но я думал, что я ошибаюсь, когда я это видел. Я думал, наверное, они ошиблись, то, что они описывают. То есть, исходя в этом ужас так называемой представительной демократии партийной. То есть, исходя из каких-то идиотских партийных интересов, пиар-интересов, он просто поджечь целую страну. Потому что это же принцип домино. Если можно там, почему нельзя в Корсике, допустим? Естественно. Почему нельзя в Вандее? Почему нельзя в Британии? Басконии. Да, почему нельзя в Гасконе? Ну, Баскони, юг Франции, да, там, значит, это самое Байон там и так далее, Биарриц, любимый российскими богатеями и императорской семьей. Это находится, на мой взгляд, дорогой, есть еще Мартиника. На мой взгляд, дорогой друг, это колониализм не имеет отношения. Потому что на самом деле, мне кажется, современный мир так выстроен, что территории, которые захватывались там, начиная с момента, с 15 века. Знаешь, почему это имеет отношение к колониализму? Потому что вот судьба этой гражданской начавшейся войны, она решалась в Париже за 20 тысяч километров до этого. Вот почему это имеет отношение к колониализму, понимаешь? Вот почему. Есть большие очень территории, судьба которых решается за очень тысячи километров от тех мест, от самих территорий и от людей, которые Поэтому там колониализм еще и существует. Мне кажется, что мы живем в таком хрупком мире, где клише разного рода не должны доминировать при принятии нами решений или при оценках. Вот эта эпоха клише, эпоха идеологии, она, на мой взгляд, завершена полностью. Мы сейчас вступили, может, это еще не все поняли, левые, правые, там, либералы, мы вступили в эпоху трезвого человеческого взгляда. Вот то, что ты рассказываешь, говорит о том, что жители и Новой Каледонии, и Франции заинтересованы в этом силы, могут рационально принять решения. Если они будут принимать решения, исходя из лозунгов там, национального самоопределения, там, не знаю, там, что-то еще, то это все приведет к кровопролитной бойне. К тому, что будет война между, условно говоря, белым населением и небелым населением Новой Каледонии, как это было до 1998 года, когда правительство социалистов, ты совершенно прав, какое-то нашло решение, которое умиротворило, да, всех. Поэтому я думаю, что всегда надо рационально смотреть интересы, никелевые интересы, там, хромовые интересы националистические, интересы с обеих сторон и находить какое-то решение согласия по каждой ситуации. Вот это моя уверенность, к этому я пришел в ходе моей жизни, что мы
вступили в эпоху, когда любое идеологическое клише, еще раз говорю, левое, правое, либеральное, консервативное, оно используется только для сокрытия подлинных причин и подлинных обстоятельств какой-либо ситуации. Поэтому я призываю всех для достижения мира и прекращения войны в любой ситуации переходить к рассмотрению этой реальной ситуации. Как с Палестиной, с Израилем. Вот есть палестинцы, которые изгнаны со своих территорий, и неважно, исламизм, социализм, там, национализм, вот люди должны иметь право вернуться на свою территорию. Есть израильтяне, которые родились в Израиле, их нельзя изгонять с этой территории, потому что это их родина, и это несправедливо в конце концов. Значит, надо помочь им договориться. То же самое с Каледонией, то же самое еще со многими-многими местами. То же самое было с Карабахом, понимаешь? Нам предлагали там, значит, там Страбона, да? Нам предлагали там Тиграна Великого в оправдание этнических чисток и оккупации территории. Нет, вот, пожалуйста, есть азербайджанцы, есть армяне, есть государственное управление. Живите под государственным управлением. Не нравится? Ну, тогда вам придется уехать. Но никто никого изгонять не может, как это делали в 90-е годы с азербайджанцами, например. Поэтому я думаю, что мы, еще раз это третий раз повторю, должны рационально смотреть на каждую такую ситуацию и помогать людям договариваться между собой, пресекая попытки разделения людей по расовому признаку, по каким-то еще признакам, ставя интересы совместного проживания людей, сохраняющих свою культуру. Я противник культурализма. Свои какие-то общины. Это сложный процесс, но это процесс 21 века. Он неизбежен. Он неизбежен в 21 веке. Новая Каледония очень показательная ситуация. Показательная ситуация, когда европейские, то, что ты рассказал, европейские манипуляции политиканов приводят к тому, что за 20 тысяч миль от этих мест, от Елисейских полей, да, где принимаются эти решения, льется кровь. И эта кровь используется для того, чтобы сейчас, допустим, Макрон обвинил Национальный фронт уже, наверное, это сделал, да? То есть это провокация практически. Просто провокация. И Азербайджан вдруг. Да. Ну, там на Кавказе это вообще смешно. Ты видел, как Саломе Зурабишвили призвала Макрона к себе на помощь? Да. Приди, Макрон! Приди, Макрон! Помоги мне, Макрон, помоги! Ну, вот такая вот про неоколониализм. Я против клише. И полагаю, что безумие политиков не должно прикрываться разными обветшалыми идеологическими лозунгами из учебников 20 века. Мы просто говорим, Макрон сумасшедший. Он рискует своим народом ради собственной власти и политических игр. Обезумевший неудачник. По-моему, очень интересный получился разговор с фактами интересными, идеями интересными. Максим, спасибо огромное. Вам спасибо, что слушаете и смотрите нас, нашу передачу «Точку кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, журналист, историк, ведущий. Максим Шевченко, наш любимый традиционный обозреватель, мыслитель, идеолог. Смотрите нас, ставьте лайки и подписывайтесь. До свидания, до новых встреч. Максим, спасибо огромное.